две вещи, которые сейчас заряжают меня больше всего, помимо фильтра кофе. Во-первых, это режим. Как бы банально это ни звучало, но когда твое тело живет по определенным биоритмам, когда оно просыпается и засыпает в одно время, это какое-то волшебство. Правда, раньше у меня была такая проблема, что я просыпалась будто бы уже уставшей. Мне надо было залить в себя 3 литра кофе, как-то там открыть глаза, и вот я вступала в новый день, по-другому никак. И как только я стала не то чтобы даже перестраивать, а пересиливать себя, засыпать, просыпаться в одно время, потому что для меня это правда сложно. Я человек, который привык быть в каком-то свободном полете. Но как только ты пересиливаешь себя в таких вещах и чувствуешь результат, ты понимаешь, что это стоило тех усилий. И сейчас, когда я просыпаюсь утром, неважно, какая будет погода, неважно, какие у меня будут планы на день, даже если мне нужно выучить 1 000 000 страниц, вообще все равно. У меня просто прилив энергии. И второе, наверное, взаимосвязано с первым, это осознание ценности вашего времени. Это касается абсолютно всего. Времени, которое вы тратите на общение с другими людьми, время, которое вы тратите на какие-то думские, неважно, мы все люди. Но я просто стала регулярно задавать себе один и тот же вопрос. То, что я сейчас делаю, действительно ли стоит моего времени? Когда у тебя очень часто ответ «нет», и ты не занимаешься самообманом, ты постепенно начинаешь все лишнее отсекать. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что в повседневной жизни люди теряют вот эту вот мысль, что у нас на самом деле не так уж много времени, чтобы сделать что-то важное, что-то нужное. Буквально 2 недели назад мне попалось одно видео, это была довольно-таки пожилая женщина, и вот она все видео рассказывала, что она даже не заметила, как ей стукнуло 70 либо 75 лет, и время настолько быстро пролетело. И это так сильно шибануло в мою голову, поэтому эта мысль и ценность как раз-таки времени сейчас очень хорошо мною движет. Я очень давно хотела попасть на мастер-класс по флористике. Ожидать, конечно, что на первом занятии мне сразу дадут какую-то охапку роз и скажут собирать огромный букет, было ошибочным. Губа не дура. Так как сентябрь — это у нас такое официальное начало учебного года и всех учебных процессов, хочу рассказать вам про спонсора этого видео и одновременно моя любимая онлайн-школа графического дизайна Contented. Возможно, кто-то из вас интересовался темой дизайна, но имел какие-то сомнения. Какое направление выбрать? Вдруг я ошибусь? Вдруг мне не понравится? Сейчас у ребят появился новый курс «Старт в дизайне», особенность которого в том, что перед началом обучения вам помогает определить подходящую специальность в дизайне и попробовать сразу все направления на опыте, а после пройти уже полноценное обучение по ней. То есть сначала у вас идет профориентация, а только после уже осознанный выбор специальности. Сам курс включает 5 направлений и сопровождается огромным количеством практики. От создания портфолио до настоящих стажировок и поддержки на всем пути обучения. От себя хочу добавить, что сейчас дизайнеры нужны в разных сферах. От маркетинга до индустрии развлечений и рекламы. С такой работой вы точно не пропадете, а главное, что найти себя тут можно в любой точке мира. Кстати, я много раз говорила, что школа фокусируется на практике, и очень часто эта практика проходит в виде конкурсов. Например, в сентябре студенты делали стикер-паки и баннеры на тему учеба. Вот такие невероятные интересные вещи люди делают с нуля. Поэтому не упустите шанс попасть на этот курс. Тем более промокод Локтионова дает вам скидку в 45% на все курсы школы.
Я делала домашку на французский, и захотела сказать вам одну вещь. Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не говорите себе, что вы чего-то не можете. Правда, перед вами человек, который повторял эту фразу очень много раз. Очень много, поверьте. Я не могу учиться, работать, учить языки, заниматься спортом, делать это все параллельно. Так вот, могу. И вы можете. Очень многое можете. Каждый человек на самом деле может очень многое. Очень. И я будто бы каждый день стала в этом убеждаться. Вот я говорила себе. Банальный пример. Я на тренировке, мы стоим в планке, я стою минуту, у меня уже трусится тело, и я просто кричу тренеру: я не могу, я не могу. А он стоит надо мной и орет в ответ, что я могу. Я могу, потому что он знает, что стою я обычно намного дольше. Либо же ситуация, когда у меня был модуль по итальянскому, где мы как бы подсуммировали мои знания за месяц, и мне в этот же день нужно было опубликовать видео, нужно было отправить на согласование пост, сделать еще кучу каких-то разных дел, и это все в промежутке где-то 2 часа. И я постоянно будто бы убеждала себя и оправдывала, что я не могу. Я не могу, мне не хватает времени, мне не хватает сил, и бла-бла-бла. И мне будто бы жизнь сама стала подкидывать ситуации, которые, знаете, вот если мой мозг в это не верит, жизнь сама заставит, чтобы я поверила. Вывод из всего этого: человек на самом деле может ровно столько, сколько он хочет. Горячий пилатес сейчас, несомненно, входит в топ-5, наверное, моих любимых видов тренировок. Особенно если вы любитель сауны, либо же бани. Чувства в процессе тренировки очень похожи, только ты еще чувствуешь буквально каждую мышцу в своем теле. И после каждой тренировки я будто бы открываю в себе какие-то новые мышцы, которых я раньше никогда не чувствовала. Сегодня вечером меня позвали на лекцию по искусству. Будем смотреть работы Врубеля. Я хочу.
мозг на сегодня не способен поглощать никакую информацию. И я просто сижу в тишине и слушаю звук дождя.